Сегодня всех раздражает все, и решил записать на эту тему расклад. Расклад закрытый. А, я думаю, что давайте начнем. Итак, единички. Всего 3 вопроса. Первый: какой крючок тайный из прошлого цепляет тебя и вызывает вот это раздражение? Но тут по картам знаешь, в чем дело? Ты вот до сих пор тащишь за собой старый груз вот этих разочарований, которые были, которые так ты и не отпустила. Ты вот когда-то сильно сфокусировалась вот на том, что ты потеряла, да, упустила. И вот это как заноза сидит внутри теперь и ноет. Но вместо того, чтобы честно признать эту боль, ты выбрала вот эту стратегию молчания. Типа «не вижу, значит проблем нет». Притворялась, что все в порядке, хотя на самом деле внутри копилось вот это недовольство. И теперь даже простой пасмурный день в тебе вызывает вот этот вот негатив. Все бесит. Это твой способ обходить острые углы. Притворяться, что все хорошо. Это стало рефлексом. Теперь ты автоматически прячешься за вот этой маской спокойствия, даже когда тебя все бесит. А внутри-то начинает копиться. И корень в том, что ты боишься снова пережить эту же боль. Ты не хочешь смотреть там в лицо вот этим ранам старым, потому что в глубине души ты веришь, что если я их не признаю, значит, как сказать, все развалится. Или там вот выгода есть твоя, раздражение, оно тебе выгодно, потому что оно защищает тебя от куда более страшного чувства. А это у нас что? Беспомощность. И ты на мелочи злишься, чтобы не чувствовать, как сильно тебя когда-то ранило то, что ты не смогла контролировать. Ты как будто вот подсознательно говоришь: я лучше буду злиться на все подряд, чем признаю, что до сих пор не пережила вот эту потерю. И это замкнутый круг. Ты не позволяешь себе горевать, потому что ты боишься развалиться. Но накопленное напряжение, вот это оно же ищет выход. И это выливается в хроническое раздражение. Ты просто себе право на уязвимость не даешь, и вместо этого ты включаешь режим «я все контролирую, и все вот хорошо». Но это ты сама себя обманываешь. Это ложь самой себе. Что в твоей жизни подливает масло в огонь? Ну, знаешь, тут дело в том, что ты вот сейчас живешь в такой ситуации, которая внешне все идеально, а внутри тебя это раздирает. Ты людьми окружена, которые демонстрируют тебе вот эту идеальную картину, там семейные ужины, там планы с мужиками совместные, мечты общие. Но ты чувствуешь, что это не твое. Ты как будто вот роль играешь в чужом спектакле, где все счастливы, а тебе нужно улыбаться и кивать. Ты не можешь высказать, что тебе тесно в этих рамках, потому что ты боишься разрушить вот эту гармонию. И вот этот разрыв между тем, что ты показываешь, и тем, что ты чувствуешь, он и есть бензин для твоего раздражения. Ты злишься, потому что тебе приходится постоянно притворяться, что ты с тем согласна, что тебя не устраивает. Втайне ты надеялась, что там со временем это станет легче, но вместо этого ты только накапливаешь же это напряжение внутри себя.
Ты вот как будто в лодке плывешь по течению, да, но твое тело уже орет тебе: «Я хочу выпрыгнуть из этой лодки». И что ты делаешь? Заставляешь себя сидеть тихонечко. Все потому, что ты подсознательно веришь, что если ты не будешь соответствовать ожиданиям, то тебя отвергнут. И это опять твоя старая установка. Я должна быть удобной. Для кого? Для всех, кроме себя. Ты терпишь то, что тебе не нужно, потому что ты боишься одиночества. И вот это постоянное подавление своих истинных желаний, оно и превращает каждую мелочь в повод для взрыва. Как превратить вот это раздражение в свою суперсилу или, ну, во внутренний покой хотя бы? Ну, тут, знаешь, тут пока что все просто. Ты должна научиться использовать свои мозги, а не прятаться от страха. А мозг, ну, ум твой, он острый. Твое раздражение– это сигнал. Ты не хочешь больше мириться с ложью. Это и есть вот этот сигнал. Ты можешь превратить этот бунт в силу, если ты перестанешь убегать от своих теневых сторон. Ты признать боишься, что тебе страшно, что ты там не уверена в будущем, что тебя гложут обиды старые. Но это ж нормально. Мы все в себе вот этот мрак носим. Твоя задача не игнорировать его, а фонариком осветить. Ты должна сесть и честно ответить себе, от чего ты бежишь, что именно тебя пугает вот в твоих собственных эмоциях. И тут аналитика поможет. Вот как прорабатывают арканы, да, включаешь свой аналитический ум. Ты ведь не из тех, кто там верит в сказки. Ты умеешь отделять факты от иллюзий. Так вот, возьми, разложи все по полочкам. Напиши список, что тебя именно злит, какие ситуации вызывают вот эту реакцию бурную. А что ты просто терпишь. А потом вообще возьми и спроси себя, что это говорит о тебе. Что на самом деле ты хочешь изменить. Вот как раз твоя суперсила– это умение суть видеть, даже если она неприятная. Ты можешь стать тем, кто вот правду не боится. Сначала себе говорить правду, потом другим. Но начинать нужно с малого. Просто перестань подавлять раздражение. Когда вот чувствуешь, что тебя что-то бесит, остановись, сделай вдох и спроси, а почему меня это так задевает? И что задевает это в тебе? И ты увидишь, что за каждым таким своим бесит все стоит твоя невысказанная потребность. И да, это будет больно, но это и есть путь к покою. Когда ты не будешь больше тратить силы на то, чтобы там свои эмоции прятать. Понимаешь? Я этот расклад сделаю открытым. Если он вам понравился, приходите на Бусти поддерживать меня, так скажем. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Это закрытый расклад должен быть, но я его открытым сделаю, потому что да, всех сейчас все бесит. Зачем мы будем оставлять за бортом тех, кто себе, например, подписку на Бусти не может позволить? Так ведь? Ну, а кто может позволить, если вам расклад резонирует, приходите, подписывайтесь, поддерживайте меня и так далее. Первый вопрос у нас: какой вот этот крючок из прошлого цепляет тебя и раздражение вызывает? Ну, знаешь, тут дело в том, что ты в цикле застряла по картам. Я должна все контролировать, чтобы получить результат. Это твой якорь старый. Вот ты годами вкладываешься там в людей, в проекты, в какие-то ситуации, там подсчитываешь, взвешиваешь, как на весах.
И ждешь это обязательно, то, что там конкретную отдачу даст. В деньгах, неважно в чем. Но когда мир не выдает тебе прибыль по твоему вот этому таймеру, ты начинаешь кипеть. А тут все просто. Сидит детская установка: если я постараюсь, то мир будет справедлив. А это и есть твоя ловушка. Ты все еще веришь, что можно достичь идеального баланса, где все окупится, а люди будут вести себя правильно, ну, так, как тебе надо. Но знаешь, в чем прикол? Реальность, она не подчиняется твоим вот этим калькуляциям, да? И вот ты уже срываешься, как говорится, на пустяки. Кто-то громко дышит, муж там храпит, чавкает, коллега медленный. Мужик хлеб забыл купить по пути. Это все симптомы. А корень в том, что ты до сих пор не пережила травму несовершенства мира. Ты вот злишься, как ребенок, который пазл собрал, но картинка, она с коробкой, которая на коробке нарисована, не совпала. И выгода — это иллюзия контроля. Пока ты раздражена, ты вот чувствуешь, что хоть как-то влияешь на ситуацию, да, где-то за трещину, где-то поорешь, где-то еще что-то. А если отпустишь это, то придется признать, что мир не вращается вокруг твоих усилий. Это страшно, потому что а вдруг ты окажешься беспомощным? Вот твое раздражение — это крик твоей внутренней вот этой вот, который по полочкам, перфекционистки, которая не вынесла, что ее идеальные схемы сбой дали. И тащишь ты за собой вот этот груз тех времен, когда ты впервые поняла, что вот хорошо учиться — это не гарантирует любви родителей. Помогать маме — оно не защищает от ссор, а отличные оценки, они тебя счастливой не делают. Это, знаешь, это как вот застыть в ожидании урожая, который никогда не созреет, потому что ты семена не те посадила. И пока ты не осознаешь, что твой старый контракт с миром типа «я стараюсь, значит мир справедлив», он умер, этот контракт. Пока не осознаешь, ты будешь взрываться от каждого там храпунка, от каждого там чавканья человека или медлительности. Что в твоей жизни сейчас масло в огонь подливает? Ну, знаешь, сейчас твое раздражение подливает масло в огонь, вот этот дикий диссонанс между твоим внутренним «я» и вот внешней оберткой. То есть я объясню, вот смотри, с одной стороны ты видишь вокруг себя все идеальное, да, там солнышко светит, люди радуются, в соцсетях сплошные у всех успехи, а ты сама вроде бы тоже на высоте в это время. Но внутри ты человек, который стоит на берегу с двумя вот палками, да, факелами и не решается ни в море, ни вернуться в лес. В итоге ты замерла в точке выбора, где любое движение — это риск. И ты ненавидишь этот момент, потому что твой мозг орет, что нужно действовать, в теле паралич. И ты злишься на всех, потому что они не видят твоей боли. Они же думают, что ты сияешь, как солнышко, а ты внутри чувствуешь, что ты стоишь на этом перекрестке и не понимаешь, куда идти. И сравниваешь еще себя с другими. У них все получилось, а у тебя нет. Это как вот масло в огонь, да, подливать, бензин даже, я бы сказал. Твое раздражение на там мужика своего, на коллег, на друзей, даже на случайных прохожих — это на самом деле злость на себя за то, что ты не решаешься сделать выбор. Свои желания ты подавляешь. У тебя как вот? Хочу бросить работу, хочу уехать, хочу там отношения токсичные разорвать. Но вместо этого ты срываешься на мелочи. Это твое эго защищает тебя от реальных шагов.
Лучше я буду ненавидеть, как у меня мужчина чавкает, чем признаюсь, что я не хочу жить там в этом городе, да, например. И это порочный круг. Ты злишься, чтобы не чувствовать, как твоя жизнь идет не по твоему сценарию. А тебя бесит все, потому что ты видишь в других эту свободу, которую сама себе запрещаешь. Как твое раздражение в суперсилу превратить? Ну, знаешь, твое раздражение — это не враг, нет. Это твой личный детектор лжи. Твоя задача не подавлять его, а научиться слышать. Сейчас ты будешь сопротивляться, но правда в том, что тебе нужно сжечь мосты. Твоя сила — это отказ от всего, что больше не работает. Это как вот прыжок в темноту. Но именно это и превратит твою злость в энергию. Ты раздражаешься, потому что твоя душа уже тебе орет, а ты ни хера не слышишь. Она орет: хватит терпеть. Это не случайно, что ты там в ярости от всяких мелких вещей, типа как этот мужик жует, да, чавкает. Это твой внутренний паж жезлов, который хочет движения, а не тления. И вместо того, чтобы выплескивать злость там на человека, который там чавкает, да, используй это как топливо для перемен. Сделай то, чего боишься. Напиши там заявление об уходе, да, скажи «нет» тем людям, кто тебя вниз тянет. Билет купи в тот город, в ту страну, о которой ты мечтала. Твоя раздраженная реакция — это сигнал, что ты переросла старое. Ты больше не та, кто может там годами ждать, пока все наладится, пока мужики вернутся и прочее. Это раздражение, это твой внутренний вот этот навигатор. Вот этот навигатор, он сломает все шаблоны, если ты позволишь это сделать. Например, там бесит тебя подруга, да, которая вечно ноет, то спроси себя, а что во мне самом отдает ноющим? И ты найдешь, что нужно отбросить. В этом и есть твой ключик. Ты не станешь спокойной, пока ты не станешь огненной, как твоя злость. Но этот огонь не должен сжечь, а должен вперед вести. Ты же уже не ребенок, который ждет, пока мир станет удобным. Ты взрослая, которая можешь сказать, что вот там все, что меня раздражает, это вот карта моей свободы. Я беру и ухожу туда, где мне нужно, там не нужно сжимать зубы и терпеть кого-то. Понимаешь? Все ты понимаешь. Давай перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки, троечки. Какой тайный крючок, да, цепляет тебя и вызывает вот это раздражение? Тут, знаешь, тут по картам ты вот издавна, даже с детства, я бы сказал, приучила себя ждать идеального вот результата от каждой ситуации, идеального исхода. Ты росла и верила, что жизнь обязана соответствовать твоим ярким фантазиям, как в сказке, где все само собой складывается, где там жили они долго и счастливо, где там жил, добра поживал, наживал. Но реальность тебя вечно била по рукам. И вместо того, чтобы осознать, что мир не обязан подстраиваться под твои мечты, ты выбрала стратегию перфекционизма. Ты решила такая: раз я не могу там контролировать все, я сделаю все идеально. Тогда и результат будет как в сказке. Но это ловушка. Ты до сих пор злишься, когда мир не соответствует картинке из твоей головы.
А раздражение — это крик твоей вот этой девочки внутренней, которая обижена на несправедливость. И сейчас ты пытаешься компенсировать это через там гиперответственность. Ты как робот выполняешь действия, которые должны привести якобы к правильному финалу. Но механизмы-то эти старые уже не работают. Ты злишься, потому что ты подсознательно все еще ждешь, что за твои старания Вселенная даст тебе награду, как в книжках детских, где вот это как ее каждая принцесса получает по принца просто за доброту. Но мир — это же не детская площадка. Твой вот этот перфекционизм, он превратился в тюрьму. Ты пытаешься перестраховать каждую мелочь, как будто это от этого там твое выживание зависит. Еще выгода, пока ты злишься на вот эти внешние факторы, тебе не приходится признавать, что ты сама себя в тупик загоняешь нереалистичными ожиданиями из сказок. Ты боишься смотреть в глаза факту, что твои фантазии — это просто твои фантазии, это просто иллюзия, а не план действий. Ты цепляешься вот за этот сценарий, потому что альтернатива — это признать, что ты не всемогущая. А это у нас что? А это у нас больненько. Что в твоей жизни сейчас подливает масло в огонь? Ну, знаешь, ты сейчас такой человек, который одной рукой цепляется за чемодан с ненужными вещами, старый чемодан, древний, ветхий, а другой рукой пытается поймать падающий с неба там золотой там шар. Ты до упора сжала кулаки вокруг своих привычек, которые тебя давно душат уже. Старые способы там реагирования, мысли шаблонные, ритуалы для контроля. Ты вот веришь, что если ты будешь держать все под контролем, то ты избежишь там ошибок, боли и так далее. Но это ж так не работает. Вокруг тебя открываются новые возможности, ты их чувствуешь, но ты боишься отпустить свой вот этот чемодан. У тебя железная хватка за этот чемодан. И в итоге ты разрываешься между желанием прыгнуть в новую жизнь, да, и диким ужасом, что все развалится, если ты расслабишься, чемодан у тебя упадет, и все там вот это барахло расплескается. В итоге ты заставляешь себя терпеть то, что тебе не нужно. Общение, которое тебя истощает с этими нудными, занудными подругами. Обязанности, которые тебе не принадлежат. Правила, которые ты сама себе придумала. Это происходит потому, что ты себе не доверяешь. Вместо того, чтобы прислушаться к своему настоящему «я», ты загоняешь себя в глухой угол, думая, так безопасно. Но это ж не безопасность, это медленное самоубийство. Ты блокируешь новые эмоции, потому что они требуют от тебя гибкости. И выгода здесь — ты избегаешь выбора. Ты можешь продолжать винить там какие-то внешние обстоятельства, людей и так далее в том, что ты несчастна, а не брать ответственность за свои изменения. Как это все превратить в суперсилу? Ну, знаешь, ты тут не жертва обстоятельств. Тут твое раздражение — это вот как маяк, который показывает, где ты себя предаешь. Твоя задача — не подавлять его, а расшифровать. Вот начни с того, что вернись в детство, не за тем, чтобы копаться в ранах, да, вот в шуте, вот ты арканы проживаешь в шуте, а вот не чтобы раны ковырять вот этой вот ложкой, вилкой, неважно, а чтобы найти в себе ту девочку, которая умела мечтать без страха. Ты не виновата в том, что там влюбилась в иллюзии. Но сейчас-то ты уже взрослая, и тебе нужно перестать кормить вот эту маленькую девочку розовыми сказками.
Вот скажи ей: я вижу твои мечты, но мы будем действовать иначе. Тебе нужно сделать выбор не между хорошим и плохим, а между тем, что тебя разрушает, и тем, что тебе дает энергию. Перестань сравнивать прошлое с настоящим. Ты выросла. Теперь ты можешь создавать реальность, а не ждать, что и она сама там тебе с неба упадет. Разреши себе чувствовать все, что ты вот чувствуешь. Злость — это просто индикатор. Ты злишься на то, что в твоей жизни есть то, чего ты не хочешь. Значит, пора это убирать. В проживании арканов в шуте ты это все проработаешь. Ну, хотя бы с малого начни там. Каждый день себя спрашивай там: а что я сейчас чувствую? А что я хочу заменить? Не бойся отказаться от того, что тебя опустошает. Внутренний покой придет, когда ты перестанешь жить в режиме «я должна» и начнешь слушать свое «я выбираю». Твоя суперсила — это твоя чувствительность. Вместо того, чтобы пытаться заглушить ее своим раздражением, используй как компас. Ты сможешь чувствовать фальшь за 500 тысяч километров. Ты распознаешь, где тебя используют, и ты будешь знать, куда идти. Ты себе нужна настоящей, а не той, которая пытается угодить всему миру, кроме себя. Если ты меня поняла, то ты прекрасно поняла, да? Все проживание арканов в шуте прорабатывается. Я тебя жду. Можете поддержать меня за то, что я закрытый расклад сделал открытым. Он короткий получился. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Приходите.